Apple выпустила iOS 26.3 релиз-кандидат, финальную тестовую версию перед публичным релизом. И это значит, что официальный выход iOS 26.3 для всех пользователей iPhone уже совсем скоро. Но есть нюанс. Обновление вышло всего после 3 бет. И это вызывает вопросы. Друзья, всем привет! С вами IT-Dog. Сегодня мы разберем iOS 26.3 релиз-кандидат. Почему важна эта прошивка, что нового, приватность и геолокация. Рассмотрим ограничения по регионам, когда выйдет iOS 26.3 для всех и стоит ли ставить iOS 26.3 релиз-кандидат прямо сейчас. Но прежде чем мы начнем, буду благодарен, если поддержите меня лайком и нажмете на колокольчик. Спасибо вам большое, если вы это сделали. Усаживаемся поудобнее и поехали. Релиз-кандидат — это не просто очередная бета. Если Apple ничего не сломает в последний момент, именно эта сборка станет финальной iOS 26.3, которую получат все пользователи. И раз релиз-кандидат уже вышла, мы можем достаточно точно сказать, когда ждать обновления на iPhone. Но что же нового в iOS 26.3? Сразу честно, революции здесь нет. Новых функций немного, но среди них есть действительно важные. Главное нововведение — это встроенный перенос данных с iPhone на Android. Он работает по принципу быстрого начала. Достаточно поднести Android смартфон к iPhone и перенести данные без сторонних приложений. Что переносится? Фото, сообщения, заметки, приложения, пароли и так дальше. Это первый раз за всю историю Apple добавила удобный и официальный способ перейти с iPhone на Android, без боли и без танцев с бубном. Приватность и геолокация – это еще одно важное изменение в iOS 26.3. Ограничение точности геолокации для оператора связи. Теперь оператор не всегда будет видеть ваше местоположение с точностью до метра, только примерный район. Важно, качество связи при этом не страдает. Экстренные службы по-прежнему получают точные данные. Функция работает не на всех устройствах. На данный момент она доступна только на iPhone с чипами Apple S1 и S1X. А это iPhone Air, iPhone 16e и iPad Pro с M5. Плюс многое зависит от страны и оператора. Ограничения по регионам. Есть и функции, которые мы с вами скорее всего не увидим. Например, пересылка уведомлений на смарт-часы сторонних производителей. Она доступна только в ЕС из-за закона о цифровых рынках. Для остальных регионов iOS 26.3 это небольшое, но системное улучшение, исправление багов, оптимизация автономности. И да, именно на батарею многие возлагают основные надежды. Ну что ж, время покажет. Когда выйдет iOS 26.3 для всех? Выход релиз-кандидат почти всегда означает релиз через 7 дней. С учетом графика Apple, наиболее вероятная дата выхода – это 9 февраля. В крайнем случае обновление появится до 11 февраля включительно. А стоит ли ставить релиз-кандидат прямо сейчас? Если вы уже тестируете бета-версии, можно обновляться. Именно эта сборка с большой долей вероятности станет финальной. Ну а если вы сидите на стабильной iOS, лучше подождать официальный релиз. Бета-обновления все еще могут быстрее разряжать батарею, конфликтовать с приложениями и содержать мелкие баги. Подведем итог. iOS 26.3 релиз-кандидат – это не громкое обновление, а тихий, но важный апдейт. Apple делает шаг к большей открытости экосистемы и усиливает приватность, пусть и не для всех сразу. Если хотите первым узнать, какой будет следующая iOS и стоит ли обновляться, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и обязательно нажмите на колокольчик. А также пишите в комментариях, если вы ждете iOS 26.3 или пропускаете это обновление. Друзья, с вами был IT-Dog, всем желаю удачи и пока-пока.
И да, если вас интересуют самые крутые обои на свой iPhone или Android, заходите в наш Telegram, ссылочка в описании.